Привет, друзья! Сегодня поговорим о том, как учить текст. Текст роли, пьесы, сценария. Но думаю, рекомендации, которые вы сегодня услышите, будут полезны во всех сферах, где требуется запоминание информации, а не только в актерском мастерстве. Итак, 8 правил запоминания текста. Первое правило, я бы даже сказал шокирующее правило. Текст учить не надо, не учи текст. Здесь работают много факторов, о которых я буду говорить дальше, но один из аспектов этого процесса психологический. Как только ты создал перед собой огромную недосягаемую цель, «Ой, сколько учить, я это не выучу», у тебя не получится. И чем больше ты будешь стараться, тем больше у тебя будет не получаться. Текст будет прямо вылетать у тебя, он будет прямо ускользать от тебя. И чем больше ты будешь стараться, тем больше у тебя будет не получаться, так как ты будешь считать это очень сложным, недосягаемым. Ты будешь нервничать, особенно если у тебя мало опыта. Итак, договорились, текст мы не учим. Что же делать? Возникает резонный вопрос. Второе правило и самое главное в запоминании текста. Ты должен определить, что этим текстом ты хочешь сказать. Все пьесы и сценарии – это, как правило, диалоги. То есть ты должен определить, что ты хочешь сказать своему партнеру, своим партнерам. Если это монолог, ты должен определить, что ты хочешь сказать зрителям, аудитории, всему человечеству, к примеру. Хорошо, скажешь ты, а если это текст не сценария или пьесы? Правило сохраняется. Если это даже текст про автомобильный двигатель, ты должен понимать, о чем ты говоришь. О том, хороший это двигатель или плохой, о том, какую пользу он принесет человечеству или обогатит вашу фирму. Если это стихотворение о природе, определи, что ты хочешь сказать именно об этой природе. Чем она особенна, почему ты не можешь об этом молчать. Как только ты это определишь, твой текст обретет цель, а все остальные слова будут уже средством для достижения этой цели. Третье правило. Как только ты для себя определил, о чем ты будешь рассказывать, наступает технический момент. Раздели текст на куски и определи, о чем каждый кусок. И будет очень хорошо, если ты составишь план на бумаге. Это классно тем, что лучше всего мы запоминаем визуальную информацию. Итак, когда ты создал план и определил цель своего текста, четвертое правило. Расскажи текст своими словами. Так или иначе, ты уже знаешь этот текст. Ты его много раз читал, ты сделал план, что-то в памяти уже отложилось. Сейчас ты читаешь план, потом рассказываешь своими словами, потом читаешь оригинальный текст. И потом снова план, рассказываешь своими словами, оригинальный текст. И так несколько раз. Но здесь есть один очень важный момент. Каждый раз ты должен уточнять текст. Нельзя надеяться только на свою импровизацию и на то, что ты, когда выйдешь на публику, зная только один план, сможешь рассказать весь текст. Многие начинающие актеры и ораторы на этом погорели. Как только ты выйдешь на публику, ты будешь волноваться, и у тебя не будет получаться так же легко импровизировать, как ты делал это дома. Может получиться конфуз. Поэтому надо знать текст максимально близко к оригиналу. Допускается импровизация в пределах 5%. И это пятое правило. 5% импровизации. Как говорят в театре, хорошая импровизация – это хорошо отрепетированная импровизация. Шестое правило. Бери помощников. Если ты учишь текст пьесы или сценария, и там много диалогов, попроси друга или подругу говорить тебе реплики партнеров по пьесе или сценарию. И помни второе правило. Что я хочу сказать? О чем я говорю? Почему я говорю? Общайся этим текстом, а не учи его. Также бери помощников, если учишь монологи или тексты, вообще не связанные с искусством. Пусть помощник подсказывает тебе текст. Так ты будешь идти как бы по волне, а не останавливаться каждый раз и подглядывать в текст. Также наличие помощника хорошо тем, что тебе есть кому рассказывать. Потому что любой текст – это что? Слова. Для чего человечество придумало слова? Для общения. Еще раз повторяю, общайтесь. И теперь седьмое правило для совсем тяжелых случаев. Если, к примеру, ты учишь текст, где много сложных слов, или, к примеру, это пьесы Шекспира, где рифма, слова, вышедшие из употребления и вообще очень сложный литературный язык. Ну а здесь, как в старом театральном анекдоте, который я вам когда-нибудь расскажу, ну а это надо играть. Некоторые слова или даже предложения надо заучивать. Но и здесь есть лайфхак. Надо придумать к слову, которое плохо запоминается, или месту в тексте ассоциацию.
Ассоциация должна быть вами четко визуально представлена, и когда вы будете подходить в тексте к этому слову, вы должны вспоминать эту ассоциацию, и тогда слово придет к вам само. И еще 8 правило. Пишите, переписывайте текст. Так у вас работает визуальная и механическая память. Актеры старой школы, так их назовем, всегда переписывают текст. С одной стороны у них авторский текст, а с другой пометки режиссера, мизансцены и другие замечания по роли. Друзья, надеюсь, я был вам полезен. Мои рекомендации вам в чем-то помогут. Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Если у тебя есть свои фишки, свои лайфхаки в запоминании текста, пиши в комментариях, мне будет интересно познакомиться. Всем добра, всем пока!